Сегодня у нас рум-тур, дом-тур Позднякова. Дом, закончили проект, декорирование сделали. Сегодня фотосессия, но еще можно сделать видео. Заходите. Во-первых, предыстория проекта. Дом, брусовый дом, можно сказать типичный, типовой брусовый дом, 200 квадратных метров, 2 этажа. Заказчик его приобрел в готовом виде. Когда пришла бригада строителей, мы начали делать экспертизу перекрытий, полов. Выяснили, что они просто уже гнилые. Было принято решение снести перекрытие, полы. И здесь остался просто каркас. Единственные несущие элементы – это стены и колонны остались. Мы сделали новые перекрытия, естественно, с шумоизоляцией, полы, потолки по очень хорошей технологии. Ну, сделали, короче, все классно. Стиль дома – это смесь современного и традиционного, загородного, можно сказать, деревенского стиля. Итак, первый этаж. Первый этаж дома у нас общественное пространство. Кухня, столовая зона и гостиная. И все это разделяет лестничное пространство, которое делит гостиную и столовую. Кухня у нас минимализм, гладкие матовые фасады, черные с серым. Остров у нас расположен параллельно окнам. Это позволяет присесть, позавтракать, посмотреть на реку. У нас прекрасный вид на реку, на лес. То есть такой вот остров, он не супер высокий, он всего лишь на 10 сантиметриков выше стандартной высоты столешницы, то есть это метр. И у нас полубарные стулья, именно полубарные, то есть не супер высоко, все аккуратно, все стильно. Большой холодильник, двухстворчатый, уже заполненный. Техника у нас очень хорошая, очень качественная. Гагенау со стеклянными вот такими вот серыми графитными фасадами. Очень нравится. Это вакууматор. Аксессуары глиняные подобраны в цвет основного интерьера, естественно. Вчера происходило декорирование. Блюда нашего производства, отдельно нашей компании Clay House. Заходите на страничку. Clay House Decor. Мы производим аксессуары из глины для дома. Отдельная подсветка рабочей поверхности, фартука для готовки. Цветовая гамма. 2 оттенка дерева и добавил черный цвет к этому. И получилась такая вот гамма, близкая к софт-минимализму. То есть преследовали мы такие цели, чтобы это было современно, минималистично. Столовая зона представляет собой, во-первых, огромный стол 2,60 или 2,80. У нас 8 стульев суперудобных от Полтрона Фрау. У нас на кухне, столовой и кухонной зоны 3 группы освещения на все случаи жизни. То есть, естественно, от этого потолочного светильника много света не ждем. У нас для этого есть линейное профильное освещение, которое дает направленный свет на стол, на обеденную зону. Отдельно скажу про потолочный светильник. Это такая черная как бы ветвь дерева и в то же время такой он космический, компании Quasar нидерландской, в виде такой вот ветви дерева. Ну, в общем, все в тематике шале. Здесь пластиковый рассеиватель, такой вот продолговатый, очень интересно рассеивает свет, черный матовый металл. Над барной стойкой у нас светильники стеклянные, медный металл плюс стекло. Это Galot Redis. Итальянские светильники, 4 штуки у нас располагаются над рабочей зоной острова и над столешницей, над зоной для завтраков, в общем, над барной зоной. Здесь у нас встроенные такие вот розетки в столешницу. Стол, единый кусок слэба американского ореха, это Riva 1920. Ну, этим все сказано. На этот стол просто можно сидеть, смотреть, даже без еды. Все красиво. Подчеркивает всю столовую зону внизу ковер. Я его еще на стадии проекта заложил в визуализацию, и мы его в точности перенесли. Вообще, проект полностью, ну, 97% прям сделан по визуализации, и этим я, конечно, очень доволен. Добавляет
уюта, так сказать, естественно, всегда текстиль. Текстиль у нас из новой коллекции, по-моему, как-то она так называется, по-фински. Ну, в общем, текстиль, сюда прям вот эти вот натуральные волокна, то есть, ну, прям вот деревянный, шалейный стиль такой вот, как бы, плюс минимализм. Лестница у нас на одном косауре металлическом, что придает ей такую легкость. Ну, подсветка, естественно, придает такой тоже стиль. Стеклянное ограждение, все это придает такую легкость. У нас по проекту вообще хотели сделать такую речную, такую перегородочку, но впоследствии мы все-таки передумали за счет того, что здесь стеклянное прозрачное ограждение, это дает возможность как бы пространству дышать, объединять весь этаж. Еще интересная деталь этого интерьера, вот этот весь объем стены вместе с кухней, он объединен графитной вот этой вот деревянной отделкой. Здесь должен был быть бетон, но потом я обнаружил этот материал прекрасный. Это бельгийская амбарная доска, задекорированная, подкрашенная под старину. Она очень рифленая, очень рельефная, такая грубая. Заказчик изначально немножко опасался ее применять. Благодаря контрасту грубого материала и гладкого материала, вот прямо здесь дуб шпанированный, то есть вот благодаря этому контрасту мы получаем такую вот картинку. Вот эта рельефная стена полностью объединена как бы так с кухней композиционно и стала такой особенностью, так скажем, первого этажа. И естественно, когда мы это сделали, заказчик сказал просто вау, супер. Украшает стену на контрасте тоже панно из натуральных материалов, по-моему, испанской или итальянской компании. И у нас остались такие вставочки бетон из черного бетона, темного, вставочки и скрытые двери в санузел, но мы его покажем чуть позже. Гостиная зона у нас состоит из нескольких мебельных атрибутов. Это угловой диван, флексформ, очень удобный, мягкий, просто на нем прям утопаешь. Перед диваном стоит низкий столик деревянный, тоже такой грубый, ну все естественно в этом стиле, в загородном, шалейном. Стол Restoration Hardware, коллекция Alpine. В общем, я мечтал его поставить клиентам, и моя мечта сбылась, он у них есть теперь. Кушетка тоже принадлежит этой зоне, на ней можно прекрасно прилечь, почитать. Этот светильник торшер создан специально для чтения. Он регулирует луч свечения, чтобы можно было удобно читать. Объединяет все пространство ковер Минотти с градиентом от светло-бежевого со вставкой сине-зеленого к бежево-коричневому. И эта вся вставка идет у нас и сочетается с прекрасной абстрактной работой, которая имеет те же оттенки. Такая единая линия прослеживается. Доволен, что так все в итоге получилось, потому что картину мы не планировали этого цвета, но потом впоследствии, естественно, когда создается шедевр, все складывается как надо. Как без камина в загородном доме. Естественно, у нас камин, он обшит керамикой под бетон темного цвета графитного. В продолжении у нас полка пенал из той же керамики, обшита тонкой керамикой 5 мм. На речной стене телевизор, техника. Все для приятного времяпровождения. Отдельно скажу про этот замечательный уголок с картиной. Комод получил премию Red Dot Awards. Он меня очень заинтересовал. Вот эти вот темные фасады под темную стенку. Я очень его долго искал и нашел подходящий очень комод. Уютный уголок при входе. Как бы центральный вход вообще отсюда, но там еще строится тамбур, мы его пока не будем показывать. Светильники специально запроектированы, чтобы светить на эту прекрасную картину. Гостевой санузел. Здесь нету ни единого порожка, и душевая тоже не имеет никаких подиумов. Здесь просто сделан уклон в сторону щелевого трапа в конце стены, и здесь водичка стекает. Сделана душевая перегородка, стекло, графит, фурнитура графит, темная сантехника Джесси.
Горизонтальная полочка для душевых принадлежностей. Плитка под дерево вот так вот разрезает как бы эту дверь и вот композиционно сходится на двери, что очень тоже смотрится очень хорошо. Мебельная композиция, тумба и зеркало — это фабричное производство компании итальянской GB Group. Столешница сделана из материала феникса. Смеситель Джесси, зеркало здесь вот так вот еще с подсветкой, светильники дизайнерские, тоже утонченные. Не помню всех брендов, но очень скрупулезно все это выбирал, подбирал, поэтому светильники здесь тоже не случайные абсолютно, это авторская работа дизайнера. Пеналы той же фирмы, что и тумба GB Group, это матовые фасады, итальянский. Ну, итальянский дизайн, итальянские кромки, все запилено. Острые углы, это именно специфика итальянской мебели, то есть, ну, мало кто, естественно, в России может это повторить, да пока еще никто. Унитаз Чиелла. Ну, здесь у нас работа фотохудожника Локтева, тоже очень интересно вписалась сюда в интерьер. Дерево, черный бетон. Классическая палитра, графитная, в общем, все классно. И потолок у нас тоже черный бетон с подсветкой, черная фурнитура, очень качественная, потому что почему вообще не Китай, почему не все в деталях, посмотрите, то есть фурнитура, она смотрится как отдельный дизайнерский элемент, то есть такого, в принципе, в Китае, ну, сложно найти, поэтому очень классно смотрится, когда хочется действительно стильную вещь. А вот, пожалуйста, полотенцесушитель. Графит, покрашенный, сделан у нас в России. Да. Лестница ведет себя очень стабильно, то есть я сначала думал, что ступеньки будут шататься вот так вот, но все очень стабильно ведет себя. Поручни у нас из лиственницы, все сделано под тон дуба. Брус из хвойных пород дерева, декоративная обшивка дубом, то есть вот соединены два цвета и плюс графитная амбарная доска, в общем, все вписалось. Холл — это отдельная зона для самовыражения в дизайне, потому что так как выглядит этот холл с этими дверьми из австрийского дуба, это дизайнерский стеллаж Оцио. Здесь характерны тонкие полки из металла. Выглядит он просто как произведение искусства. В этой прекрасной композиции задекорированного стеллажа у нас красивые тоже вазы. Вот эти, кстати, тоже Clay House, наше производство. Специально создавались по эскизам, по визуализации к этому проекту. Скрытая щитовая за этой прекрасной стенкой. А то, как собрана вся электрика, это тоже отдельный вид искусства. Спасибо нашему электрику. Серега, привет. Шпанированная основа, на нее шпанированные речки. Все это так вот закрывается. Хоп, и никто даже не знает, что здесь находится. Мастер-спальня, мастер-бедрум. Так как второй этаж все-таки поделен на 5 помещений, нельзя сказать, что прям огромные площади спальни, но как для загородного дома, а заказчик вообще его дачей называет, площадь около 15 метров спальня. Естественно, ее занимает огромная кровать 2 на 2, итальянская кровать в светлой обивке. У нас здесь светильники такие специально рассчитаны для чтения, реечная стена, соединенная по палитре с деревянной отделкой. Здесь у нас деревянная отделка паркетной доской, но мы ее подбирали под цвет основного бруса. Потолок у нас отделан обычной отечественной вагонкой штиль, сосна. Основной брус покрыт просто прозрачным лаком, что дает его естественный первозданный вид. Заказчик делал на этом акцент, чтобы никак его не тонировать, чтобы сделать максимально естественный вид бруса, а уже вокруг этого выстраивать концепцию, цветовое решение по отделке. Тумбочки у нас авторская работа известного художника, столяра Дениса Милованова, за что ему огромное спасибо, очень классно вписались. Эту стенку украшает панно из таких вот двух половинок, работа фотохудожника Локтева.
Прекрасная черно-белая работа. Он ее назвал «Буревестник». Это скала в виде птицы. В общем, работа покорила наши сердца, и было решение принято незамедлительно приобрести ее на эту стенку. Погнали дальше. Детская рассчитана на 2 детей. У нас такая вот классическая уже форма кроватки, домика. Ну, естественно, какая еще должна быть кроватка в домике? Естественно, в форме домика. Сделал такую конфигурацию, чтобы под одним сводом у нас вместились 2 кровати. Особенность стены — это роспись ручная художницы Дарины. Это продолжается роспись со стены, переходит на шкаф. Такие вот ручки в виде всяких мордочек зверюшек. Здесь у нас обычные такие бежевые кожаные. Ну, в общем, вот такой вот детский шкафчик получился интересный. И здесь вот у нас места для хранения внизу, естественно. Так, столик, парта. Эта стенка вообще должна была быть типа как телевизионная, но впоследствии заказчик отказался от телевизора, правильно сделал, я тоже это не поддерживаю. И у нас здесь вот так вот разместились такие полочки для книг, 2 домика, комод. Комод, кстати, Икея. Жалко, что ушли. И шведская стенка, естественно, чтобы полазить, размять, так сказать, мышцы накачать. Все, погнали. И тут у нас тоже классный декор. Мастер санузел. Моя жемчужинка. Керамика, сантехника, вся чиелла. Раковины такого кофейного цвета прекрасного. Чиелла просто. Дубовая окантовка для зеркал. Столешница у нас кварцевая. И вот такие вот фасады закругленные, под вот эти вот все углы прекрасных раковин. Все это мы проектировали. Отлично дополнили композицию на тумбе, аксессуары Акванова из натурального камня. Такая вот этажерка, полка, на которой можно вот так вот разместить аксессуары классно. И самое главное, изюминка этой ванной комнаты — это ванна-чаша из матового материала, искусственный камень матовый, он очень так красиво, благородно смотрится, композиционно оформленный из сухоцветов. Вверху у нас такая ниша с подсветкой, в которой мы можем расставить свечи и прекрасно принимать ванну. Ну, в общем, просто чил. Я прямо аж говорю и расслабляюсь, как здесь уютно. Потолок у нас тоже наша единая линия, реечка, наша любимая, всегда стильная. Душевое ограждение керамик. Мы специально подбирали цвет под нашу керамику, такой кофейный, капучино. Душевая стойка на красивом хромированном таком столбе Хансгроя, такая массивная, красивая, то есть с белым стеклом. И у нас такая вот полка из тонкого металла в цвет керамики. Не получилось сделать без подиума. У нас аккуратненький подиум. Немецкий трап. Короче, дорого-богато, что вам сказать. Стены сделаны как будто из единого слэба мрамора. Это очень крупноформатные большие листы керамики под мрамор, такой серый, с белым, бетон. В общем, у нас вот все по цветовой гамме так встало, а эта стеночка так вообще как единая смотрится. Моя изюминка, гардеробная, открытая. Я уговорил заказчицу сделать открытую гардеробную с открытыми полками, и посмотрите, как это все смотрится. Красивые вещи, то есть все аккуратненько можно сложить. Это просто гардеробная комната, где можно просто уединиться, примерить. Косметический отдел такой вот. Раз включение. И чтобы еще прям вот для макияжа 2 включения, 2 группы я сюда сделал. Это специально, чтобы хорошо осветить лицо. Цвет дуба тоже очень долго подбирали под наш единый дуб. То есть если дуб мы используем, у нас единый цвет. Если это брус, у нас один цвет. В общем, 2 цвета дерева. Основных у нас здесь. Остров шкаф. Здесь у нас вверху для аксессуаров, внизу для вещей. Отечественного производства итальянская фурнитура выполнила для нас фабрика Воробьева. Кинотеатр. Здесь соединяется технология ультра высокого качества, звук
и дизайн, естественно. Не случайно выбрана отделка. Мягкие панели, которые поглощают звук, но выглядят тоже очень классно. Мягкие панели, покрытые алькантарой искусственной. Ну, не той алькантарой, которая покрывает внутри салонов дорогих автомобилей, а ткань более такая практичная для интерьера. Напоминает алькантару. Большой диван тоже такой мягкий, на нем классно утопать. В общем, ну, смотреть кино. Соединена функция тоже с кабинетом. Совместная наша коллаборация со столяром, художником Денисом Миловановым. И дополняет кабинетную зону стульчик деревянный Кассина, отдельный экспонат. Про него можно целую, наверное, передачу снимать. Коллекционная вещь, короче. Здесь у нас на этой стене полностью все заняла техника. Техника вся ламповая, аналоговая. В общем, я не очень в этом разбираюсь, но это звучит невероятно. Это японские колонки TAD. Но звучит это очень мощно, бодро. Здесь у нас открывается экран. Может быть, мы успеем его открыть. Стены у нас сделаны из МДФ панели акустических специально, которые поглощают и рассеивают правильно звук. Шторы у нас все плотные, blackout, которые, во-первых, и поглощают звук, и не дают проникать здесь дневному свету для просмотра. Все для того, чтобы прекрасно посмотреть фильм и насладиться вечером.